Стены и башни древнего Константинополя, которые находятся на территории современного Стамбула, это напоминание о том, что этот город не всегда был турецким. Это часть руин византийских стен города Константинополя, которая находится в районе Айван-Сарай, между Халичем мостом и мостом Золотой Рог. Крепостные стены были воздвигнуты в IV веке для защиты Константинополя от варваров при императоре Феодосии II. Протяженность этих стен, как сухопутных и морских границ, составила 22 километра. Это от Сарай-Бурну вдоль побережья Галича, от Айван-Сарая до Едикулии вдоль побережья Мраморного моря, от Едикулии до Топкапы и от Топкапы до Айван-Сарая можно увидеть руины византийских стен. Всего город осаждался 24 раза. Он выдержал осаду аваров, персов, арабов, болгарского хана Крума, 2 осады русичей, 3 осады крестоносцев и 4 осады турков. Был взят силой только 2 раза – крестоносцами в 1204 году, но его удалось отвоевать, проникнув через древнее подземелье, и османами в 1453 году. Перед нами сухопутные стены, которые имеют название Феодосия, и простираются они на 6 километров от Мраморного моря до Золотистого Рога. Перед нами на башне мы видим узкое отверстие прямо посередине. Также на стенах можно наблюдать узкие отверстия. Это бойницы, откуда стреляли лучники. На протяжении всей своей истории стены были повреждены землетрясениями и наводнениями реки Ликус, и ремонт проводился неоднократно, о чем и свидетельствуют и многочисленные надписи на стенах латинскими и греческими буквами, посвященные памяти императоров или их слуг, взявшихся за их восстановление. А также можно увидеть на стенах изображения крестов. Как раз на стене можно наблюдать табличку с латинскими иероглифами. Стены Феодосии – это великая цепь двойных стен с 11 укрепленными воротами и со 192 башнями, самая высокая до 20 метров. Стены Феодосии построены из слоев красной черепицы, чередующейся с известковыми блоками. Такая конструкция давала гибкость во время землетрясений и ударов снарядами из засадных оружий. Ночью стены освещаются подсветкой из квадратных бетонных оснований, которые находятся возле каждой стены. На этой башне можно увидеть выгравированные кресты. Византийские стены просто поражают своим могуществом. Между башнями стены имеют высоту до 18 метров и толщину 5 метров.
Бросается в глаза на известковых блоках латинские или греческие иероглифы. Одна из основных частей стены – это триумфальная арка. Именно она стала основным входом в город и получила затем название «Золотые ворота». Располагается она в северном направлении от побережья Мраморного моря. Внутри находится усыпальница соратников султана, которые участвовали в осаде Константинополя. Вот, например, гробница Хамдулла эль-Энсари. Получается, мы вышли из парка и направились к Золотому Рогу. И мы видим сейчас стены, которые стоят напротив Золотого Рога и называются морскими. Сейчас они не выглядят слишком внушительными из-за разрушений и перестроек. До второй половины 20 века вода плескалась у самых оснований крепостных стен. Но в 1959 году вдоль береговой линии Стамбула была сделана земляная насыпь, по которой проложили шоссе. Тем самым крепостные стены отдалились от побережья на значительное расстояние.